Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Новый проект, друзья, Мир 4, ММО на блокчейне, и Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет. Да, классно, наконец-таки готовый проект, полностью рабочая, ни альфа, ни бета, ни что попало. Все готово, все красиво. ММО, механики, анимации, все рабочее, плюс привязали сюда блокчейн. И вот это вот самое интересное, нам интересно и всем интересно, будет ли это работать, будет ли работать Play to Earn вот на таких играх, да, уже которые именно игры играми, а не просто так, что криптоны залетают и пробуют. Давайте вместе разбираться. Как говорится, Мир 4, корейские разработчики, которые славятся, да, своими играми в такого жанра. И вот что здесь такого интересного, будем с вами смотреть. Да, друзья, напоминает линейку, естественно, потому что такая стилистика, но мне больше напоминает игру Blood and Soul, кто знает плюсик, именно под такой жанр. Не все любят, на самом деле, именно вот эти азиатские ММО, потому что они в основном очень сильно похожи друг на друга. Но нас интересует, конечно же, в первую очередь блокчейн, заработок и дальнейшие перспективы. Игра мультиплатформенная, уже есть в Steam, плюс можно играть с мобильного устройства. Как нынче принято, присутствует полностью автобой. Автобой, как вы видите, я нажал, он идет по квестам, убивает мобов, фармит ресурсы. То есть внутри есть уже встроена эта функция. Это, конечно, удобно, но, как вы понимаете, на какие-то глобальные мероприятия, PvP, битвы с боссами, автобой, естественно, не справится. Если, конечно, у нас не оверфарм, и мы, естественно, не заходим на какого-то слабого босса и так далее. То есть я сейчас нажал просто автобой по квесту, и он пошел сам в лучших традициях. Мне не нужно искать, когда, кто помнит, там первый в World of Warcraft, где нужно было найти где-то спаун мобов, квестов. Здесь, конечно, это все упрощено максимально. То есть если много времени нет, как раз таки это сейчас удобно в нынешних реалиях, потому что время, сами знаете, сейчас, я думаю, уже мало у кого есть время, чтобы полностью именно выкачиваться, как в старой доброй линейке, когда там надо было каждый день там чуть ли не жить в игре. Да, мне кажется, это интересное решение, вот этот автобой. Многие сначала в первую очередь отталкиваются и думают, фу, автобой, тут не поиграть. Но с другой стороны, в наших реалиях это достаточно удобно, когда вы во втором окне там где-нибудь открыли, игра там фармится, вы там краем глаза поглядываете. И то же самое это борьба с ботами, потому что сейчас все знают, во всех играх все запускают сразу боты, где есть рутина какая-то, где надо выфармить, намайнить что-то. Включаются ботов, и обычные игроки точно так же остаются, скажем так, то есть они, и у них не получается, да, конкурировать с теми, у кого боты. А так ты кнопку нажал, и все в равных условиях. В принципе, я считаю, это интересное решение. Почему запрещать то, что если все разрешено всем, да? Да, ну это, конечно, не отменяет мультиакинг, то есть можно и мультиачить все равно, то есть вот как бы пока здесь, конечно, борются с этим тоже, как и во всех проектах, но сами знаете, эффективность не такие большие, всегда оставляет желать лучшего. Как видите, я нажал в тобой, он пошел бить уже, там, драться сам, то есть тут единственное, я могу там прожимать какие-то хилки, когда в какой последовательности мне нажимать их, там порог здоровья, то есть могу это все регулировать для того, чтобы был удобнее, и мой персонаж не так часто умирал. Так, сейчас я вот отсюда убегу, давайте посмотрим, какие есть режимы в игре, потом посмотрим, какой заработок, вообще, что есть интересного в игре, потому что, как вы понимаете, игра, когда полностью готова, есть люди, кто будет хотеть на ней заработать, а есть кто будет с удовольствием играть, потому что функций в игре очень много, здесь есть различные прокачки, именно снаряжение, это старая добрая заточка, как в линейке, то есть пушка может сломаться, да, сейчас здесь покажу. Так, есть просто создать предметы, то есть мы выбираем, нужны нам ресурсы, создаем там первый уровень, второй, третий, четвертый, то есть это все, как вы понимаете, работает, ну, по принципу многих других проектов. Система заточки здесь интересная в плане того, что когда мы будем затачивать наше снаряжение, она будет иметь шансом сломаться полностью. То есть это, конечно, кто играл в линейку, помнит. Там, когда вы затачиваете пушку на плюс 5, это было там что-то крутое. Дальше там есть шанс на плюс 6 и так далее. То есть очень сильно увеличиваются наши показатели, но шанс сломать полностью наше снаряжение тоже имеется.
Что Нажми интересно? прям на пушку нажми, там будет усилить. Да, я так, в принципе, Потерял. думаю, так, понятно. Тут просто много чего есть, поэтому здесь так тяжело разбираться. Есть, естественно, навыки, прокачиваем их за книжки. Навыки также можем выбирать, то есть есть различные под какие-то синергии и так далее. Есть система духов. Духи, они, как вы видите, дают разные параметры. Он такой вот рядом с нами будет бегать. Духи дают разные бонусы, то есть там плюс атака, у них есть еще какие-то встроенные дополнительные умения, то есть снижение урона, есть, которые увеличивают наш майнинг, есть, которые увеличивают нашу атаку, есть, которые подхиливают, то есть, ну, как бы большое количество разных под разные ситуации. Есть прокачка наших параметров, это просто физическая защита, магическое уклонение, то есть мы увеличиваем наши показатели за счет внутриигровых ресурсов. Также можем увеличивать другие параметры, уклонения, криты, то есть большой-большой выбор, тем самым наш персонаж становится только сильнее. Что еще есть интересное, что отличает эту игру от других ММО? Есть система подвигов. Подвиги это мы тоже прокачиваем их от разных, зависимо от башни, разные условия. Нам в каких-то будет увеличивать нашу защиту, увеличивать бонус добычи темной стали на 1-2%. Дальше там есть другие, увеличивают защиту. То есть каждый из этих дает нам какие-то определенные бонусы, которые глобально увеличивают нашу общую силу. Есть, естественно, рейды. Рейды делятся на пати из 5 человек. Есть глобальные рейды, там от 15 игроков, точнее до 15, как типа мировые боссы. Есть различные порталы, где мы фармим какие-то либо ресурсы, которые имеют ограничения на сутки. Как видите, их несколько режимов здесь. Плюс есть какая-то глобальная война, в которой мы еще ни разу не участвовали. Естественно, клан. Есть всякие потайные задания, которые не работают, кстати, на автопрохождении. Нужно что-то тут вычитывать, самому искать. То есть здесь, конечно, вот как старые добрые квесты, там вот World of Warcraft, где там есть задания, ты где-то там что-то читаешь и ищешь, как проходить. То есть... Ачивки, можно так сказать. Да, я еще ни одну не прошел, потому что не вчитывался особо. Потом, что есть интересного? Есть кодекс. Кодекс это мы тоже увеличиваем наши параметры. Здесь, допустим, мы будем снижение урона в PvP на 1%. Нам нужно собрать вот все эти ресурсы. После того, как я их заберу, точнее соберу и отдам их, то есть это одноразовая акция. А как я только отдаю, он помечается вот таким вот символом. Как я полностью отдам все эти ресурсы, мне увеличивается вот этот бонус. И у меня уже есть 4 бонуса, то есть я увеличил свою ману, атаку, точность и так далее. То есть их тут огромное количество, их очень много, как вы понимаете, разные задания, разные бонусы, и тем самым наш герой будет становиться только сильнее. Много всяких ресурсов, есть понятно, что тут донат, недонатные валюты, да, есть которые внутриигровые, но перейдем, наверное, про блокчейн, да, Петрух, давай, наверное, расскажи что-нибудь, сейчас я покажу, как тут фармить как бы можно. глобальная компания, все, кто знает, наверное, слышали, есть такая в Азии, в Корее, Какао, да, такая компания, и у нее есть различные подразделения. И вот одно из подразделений фирма VMate или компания, да, можно игроделы, которые вот решили подвязывать блокчейн. Это все существующие уже игры, уже успешные финансовые проекты, которые там вот free-to-play, да, которые там через play-to-win, так называемые, они пытаются подвязать, или вот первый вот в этом проекте подвязывают блокчейн, и у них такая философия, что в каждой игре будет свой приватный блокчейн, который позволит немножко посмотреть, прозрачность даст, чего где нафармлено, чего где наминтено. Но и вот эти все разные игры, разные блокчейны будут объединены через систему Vmix. Vmix это у них там, это их публичный блокчейн, там где есть кошелек, там где есть валюта. И вот этот Vmix уже ты можешь торговать на всяких биржах, обменивать, выводить куда угодно. И поэтому вот в этой данной игре у нас есть так называемая вот эта валюта Dark Steel. Это черная сталь, да? Черная сталь. Она нужна в игре почти везде, на любую прокачку, улучшение, заточку. Вот мы видим, можно ее приходить в вот такую территорию, где можно пкшить. И просто ты ставишь на авто, и она фармится. За каждый тик, вот сейчас посмотрим, где-то 50-60, да, наверное, упадет ее. Вот на синей такой точке. Вот 66 темная сталь. В чем фишка?
при достижении 40 уровня вам разрешается эту сталь минтить вот в эту первую валюту от этой игры Драко, да, то есть это вот это блокчейн уже монета. Видим 100 тысяч, даже 101 156 это темной стали, мы получим одну монетку. Вот если сейчас Кирилл нажмет переплавить, и если бы, наверное, у него был подвязан кошелек, Мгм. то тогда бы все это было бы рабочее. Он бы получил один Ну да, драко. тут в один клик, если я подключил кошелек, тут в один клик и меняешь просто вот эту внутриигровую валюту уже на токен, грубо Да, говоря. в принципе, гайды уже в интернете есть. Если вам будет интересно, мы запишем все подробно, как мы минтим, выводим, продаем. Но все рабочее. Наш подписчики в телеграм-чате нам прокурор, привет, передаем, сказал, что он с самого начала фармит там в несколько окон, у него все замечательно. Говорит, там в день 20-30 долларов получает. На старте было еще вкуснее. Но, говорит, все на автомате, на пассивке. У него фармится. Кого-то Да, то иногда его... есть... Мгм. Мгм. Вот давай, смотри, то есть в чем пассивность, да? То есть вот я пришел на точку, нажал добычу руды. Все, вот видите, я ничего могу не делать, могу там в альтабе, могу там заниматься делами. Мне по чуть-чуть капает вот эта темная сталь. То есть мне нужно 100 тысяч, и я могу перевести в первую монету и продать, соответственно. Потом посмотрим курсы, то есть сколько это может занимать времени, какие заработки. Естественно, здесь вот этот ресурс, он используется абсолютно везде. Но это только первоначально, то, что мы видим, именно вот такой доход просто в майнинге. В дальнейшем, как мы понимаем, разработчики собираются добавлять всякие NFT, которые, я так понимаю, мы можем сами делать. То есть это продать перса, там какие-то шмотки и так далее. То есть если они это все сделают в дальнейшем, это будет очень круто. Единственное, вот минус такого заработка, то, что любой игрок, как в линейке, может тебя убить, запыкашить. То есть я добываю ресурсы, кто-то захочет мою точку просто отжать, нападет, меня убьет, и, соответственно, я потеряю, да, в доходе, поэтому нужно будет как-то регулировать, смотреть вообще за процессом. Бывает, никто тебя не убивает, то есть это, понятное дело, рандом, потому что так, ребята, вот сейчас человек пришел просто добывать, а он мог взять, напасть на меня, убить и так далее, то есть решил просто рядом встать и добыть заветный ресурс. Давай, наверное, посмотрим вообще про токен, да, посмотрим Да, более подробно, сейчас я тут. может, еще вот белую бумагу. Ну вот как раз Ну вот. сайт Мир4 NFT вот Мгм. показывает они, и мы видим, что тут есть скрины, которые, вот Драко монета, вот тут вот этот единственный сайт, который еще пока больше ничего не работает, кроме как заглушки. Мы видим на заднем фоне, что здесь Вот вот там уровни, да. уровни Мгм. и, возможно, мощь этого персонажа, и что это NFT, и, скорее всего, вот так вот своего перса прокачанного можно заворачивать и продавать на рынке тому, кому лень качать, да. Да, это Вот. будет очень круто. То есть это, как кто помнит, раньше тоже такая была тема, прокачиваешь персонажа там где-то в ММО, и потом просто продаешь его полностью с данными. То есть это было нелегально, потому что ни один разработчик это не поощрял, запрещал, за это банили. А это, если будет доступно, почему нет? Я потратил свое время, мне проект надоел, либо я просто на этом зарабатываю, да, каждый выбирает по-своему. Здесь показаны вот эти примеры, темное железо меняем на драко и так далее. Курс на сегодняшний момент одного драка, как вы видите, чуть меньше цента, 0,71. То есть, конечно, курс небольшой, Меньше понятное дело. доллара. Да, меньше доллара. То есть, что интересное? Таня, вот расскажи про white paper. Да, вот мы оставим ссылки в описании, есть у них на их платформу сайт, и там есть белая бумага, здесь все много хорошо расписано, и вот показано, когда они запустились, он, оказывается, в 2019 году они уже запустились, да, в 2020 они придумали кошелечек свой, и вот сейчас вот у них вот в первом квартале 2021 уже был DEX запущен, первая игра была запущена, и вот это все вроде как сейчас только получил такой большой-большой NFT-маркет, вот они собираются запустить большой буст, и в будущем еще многие другие игры, DAO, все дела там, то есть посмотрим, да, что из этого получится, ну, держим за них кулачки, они, конечно, молодцы, если получится успешный use case, то, я думаю, проще всем другим будет покупать готовые игры у успешных разработчиков игр и туда подвязывать блокчейн, чем самому пытаться там со своими скиллами, дизайнами и всем остальным сделать красивую игру. Что мы хотели еще сказать? Мы хотели сказать, что Так, еще хотел наверное, про э, токен посмотреть. э, да, что-то потерял мысль, ну неважно. В принципе, по-моему, мы уже все рассказали. Там вот были биржи показаны, вот чуть-чуть ниже опусти сейчас. Там Ну был вот, да, Хо. да. Да.
Вот. Игра вышла, кстати, 28 августа, друзья, полноценный релиз, а в Азии проект уже давно стартанул, там и на один класс точно больше есть, чем сейчас у нас на нашем релизе, то есть токен пока просто идет вниз, 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 потому что, ну, как вы понимаете, то есть в большом количестве его можно фармить, могут фармить абсолютно любой желающий, и выводить можно будет на 40 уровне аккаунта. На 40 аккаунт, на 40 уровень прокачивается там за 3 примерно дня, то есть не очень долго. Как вы видите, курс не очень большой, 0.74. Но в день, вот если так вот просто добывая, я думаю, баксов 5, можно 6 зарабатывать с аккаунта. Просто добываешь вот так вот, ничего при этом не делая. Иногда периодически посматриваешь там где-то в экран, если там второй монитор. Но некоторые ребята уже делают мультиаккаунтинги, как всегда. Мы, естественно, это не поощряем, потому что всегда эта экономику убивает в целом. Но вы сами вольны выбирать, что вы хотите. Как вы понимаете, проект идет именно в долгую, потому что если они все это подкрутят, что можно будет выкачивать героя, продавать его, заворачивая в NFT. Я так понимаю, можно будет и пушки, скорее всего, это делать, и всяких там духов и так далее. А тем более, если пушки имеют свойство заточки, и сделать какую-то уникальную заточку на каком-то крутом оружии, это будут всегда большие-большие, возможно, плюсы. Будет, конечно, зависеть все от токена и от спроса в игре. В принципе, я не знаю, что добавить еще, Петруха, есть что у тебя? Проекту. Да нет, то, наверное, давайте, если вам интересны такие игры, пишите, попробуем организоваться на какой-нибудь отдельный сервер, создадим гильдию и будем вместе развиваться, потому что на этом сервере, где мы, наверное, уже мест нет, будет сложно сюда попасть. Тут как бы, как всегда, разные сервера, разные миры. Будем играть, смотреть, развиваться. Так что все, до новых встреч. Да, друзья, пишите, если будет большой фидбэк, создадим гильду на новом сервере, объединимся, и там, соответственно, будем прокачиваться на стримы, потому что, я думаю, для стримов игра будет самое то. Нажал автобой и поехал общаться с чатиком, да, то есть в лучших традициях. На этом все, друзья, всем пока-пока.